Всем привет! С вами Петр Гребешков на канале «Наша жизнь в искусстве». Мы находимся у входа в Музей изобразительных искусств имени... Кого же имени-то? О, конечно же, Пушкина! Коллекция музея знаменита, знаменита собранием художников-импрессионистов. От слова «импрессион» – впечатление. Эта коллекция покинет стены родного музея. О, нет-нет-нет. Ну, конечно же, ее не украдут. Всю. Шутка. Коллекция отправится для экспозиции в Австралию. И у нас осталось не так много времени, чтобы насладиться. Ой! Угощайтесь, дорогуша. За это килограмм моркови. 2. 1. Договорились. 1,5. Это последняя цена. А что нужно сделать? Эй, он слепой! Но не глухой. Угощайтесь, дорогуша. Вы должны быть вне подозрений. Не привлекайте к себе внимания. Что надо? А я за компанию. Иди отсюда. Иди отсюда! За компанию. За компанию! Лось может пригодиться. Будет отвлекать охрану. Там зачевается преступление. У вас что, каша во рту? Зачем каша? Земля? Кто? Где? И когда? Здоровущая толпа возле музея. Понятно. Вернее, не совсем. Возле... Фу ты. Возле какого музея? Ну, примерно. Возле большого? Кошки 4 на 1. Но трогать его не могли. Какая мура! Гавр, собирайтесь, а вы, Крот, продолжайте. Только аккуратней, весь пол в земле. Важно собрать больше информации. Мы еще не знаем, какой музей будут грабить на этот раз. Ага. А чай? Чай? Какой чай? А, чай! С сухим пайком!
за работу! Не могу ближе подкопаться. Там бетонная заслонка. Жучки! Не, это дело на 2 килограмма моркови. Еще фундук в шоколаде и французский оттеночный шампунь, рыжий. А мне пачку соли поваренной. Гонорар за преступление века нужно еще заслужить. Вы ее и ложитесь на дно. Классно, мы прославимся. А теперь никаких улик. Запутываем следы, действуем по плану. За ними. Скорее, скорее! Ура! Это нам не поможет. Рисовал явно художник-авангардист. Так в каком же музее совершится ограбление? А? Мы находимся у входа в музей изобразительных искусств имени Пушкина. А музей-то пушкинский. Вау, Пушкинский. Мудрое решение. Друзья мои, в Пушкинский. Все идет по плану. Итак, в эфире «Наша жизнь в искусстве». Левое крыло музея изобразительных искусств имени Пушкина. Билет! Залы номер 1 и номер 2 – творчество испанского художника Франциско Гойи. Гавов, поторопитесь, они уже в музее. «Бегущие собаки» Константа Трайона. Бегущие собаки. Констант Трайон – французский художник-анималист. От английского слова «animal» значит «животное». Художники жили в лесу, в деревне Барбизон. Там у них была лесная школа, которая называлась Барбизонской. На втором этаже, в зале 16 и 17, скульптуры Родена. Но самое интересное для нас – это девушка с коровой. Руки вверх. Гав. Билет! Билет! Проходим по залам импрессионистов. Будьте любезны, Моне не перепутайте с Моне. Моне рисует людей, Моне рисует пейзажи. Все просто. Билет! Билет! И еще Дега с Матиссом не перепутайте. Оба рисовали танцы. Поля Гогена не перепутайте с Ван Гогом, потому что их имена звучат похоже. 3-й этаж. Фух, стоило подняться. Здесь настоящие шедевры. О! Франц Марк, «Красный бычок». Франц Марк – это художник, если кто не понял. Василий Кандинский. Импровизация «Две лошади». Поверьте мне, их там 2, я считал. И жемчужина коллекции Пушкинского музея «Нападение ягуара на лошадь». Автор Анри Руссо. Не трогайте Руссо лапами. Караул! Караул! Гавов, они берут картину. А мы возьмем их. Караул! О, спокойствие, дорогие друзья! Я уже вижу здесь знаменитых звезд частного сыска, инспектора Гавова и эксперта-криминалиста Мурова.
сенсация! Вам повезло! Ой, мне, конечно, тоже увидеть своими глазами преступление века! Из Пушкинского музея тащат! Куа-кута, все нас узнают. Взлетай! Взлетай! Руки вверх. Картину в музей, а вас в зоопарк. Зоопарк хочу. Там белка песенки поет и орешки все грызет. Это про меня ваш Пушкин написал. Ну чей музей? Итак, нападение ягуара на лошадь. Автор – импрессионист-примитивист Анри Руссо по кличке Таможенник. Потому что на жизнь он зарабатывал не как мы все, искусством, а работая на таможне. Дорогие зрители, драма, разыгравшаяся в Пушкинском музее, призывает нас быть бдительными и хранить ценности нашей общей культуры. Уважаемые детективы, каков же мотив этого преступления? Мотив за компанию.